Демократические силы Беларуси объявили стратегию действий на референдум Лукашенко. Прошло время. Мы все видим реакцию нелегитимной власти, которая до сих пор даже не объявила дату так называемого референдума. Замглавы администрации диктатора Ольга Чуприс прямо говорит: если люди не придут на референдум, ничего страшного не произойдет. Потому что для Ольги будет спокойнее, если белорусы проигнорируют референдум и не помешают нелегитимной власти снова совершить преступление. То же самое мы слышим от будущих председателей избирательных комиссий. Благодаря честным представителям будущих избирательных комиссий мы знаем, люди, которые еще до объявления так называемого референдума в обход закона пытаются собрать лояльных людей для фальсификаций, боятся прихода людей на участки. Потому что знают, когда за твоими действиями следят сотни и тысячи людей, обманывать сложнее. Мы видим все новые сообщения о репрессиях. Мы видим, что пропаганда без устали очерняет белорусов, которые хотят перемен. Режим всеми силами пытается запугать нас с вами перед референдумом, потому что вся система понимает, что это зона турбулентности. Вся система осознает, что белорусы, которые не безразличны к своему будущему и будущему своей страны, это опасно для диктатуры. И мы, белорусы, не должны дать себя обмануть. Мы не должны вестись на сказки о том, что мы можем остаться дома и проигнорировать референдум. Мы не должны дать запугать себя до состояния, когда мы будем готовы отказаться от своего будущего. Что важно понимать? Первое. Цель всех репрессий, покаянных видео и постоянного запугивания – добиться апатии и молчания большинства населения. Второе. После выборов 2020 режим впервые столкнулся с проблемой формирования комиссий. Люди под любыми предлогами отказываются от участия. Их уговаривают угрозами, предлагают деньги, звонят много раз даже после отказа. Третье. Рядовые члены комиссии, хоть и фактически не считают голоса, являются лицом выборов на каждом отдельном участке. Мы должны снова показать им, что белорусы готовы отстаивать свои голоса и свой выбор. Четвертое. Пустые участки – гарантия для комфортной и спокойной фальсификации. Гораздо проще бросить пачку неиспользованных бюллетеней, чем считать их и переворачивать результаты с ног на голову. Когда тебе никто не мешает, гораздо проще сделать вид, что белорусы готовы жить с тобой и купились на фиктивные перемены. С пустыми участками, на которые никто не пришел, проще создать иллюзию стабильности и легитимности. И пятое. Каждый из нас определяет, что будет дальше со страной. Каждый из нас своим действием может ускорить возвращение свободы и закона в страну. Каждый из нас может снова прийти на избирательный участок и дать мощный сигнал о том, в какой Беларуси он хочет жить. Мы, белорусы, больше не готовы жить в диктатуре. И мы снова это покажем. Мы придем на избирательные участки на референдуме, поставим крестики напротив всех вариантов бюллетеней, то есть сделаем бюллетени недействительными. Это будет наше общее действие, наш вклад в будущее новой Беларуси. Крестики в бюллетенях – это только часть плана действий на референдум Лукашенко. Общее действие поможет нам снова увидеть друг друга и вместе массово перейти к следующим шагам. Дальнейшие детали плана мы раскроем ближе ко дню референдума.